Ветер обдувал лицо, когда Макс закрыл капот ржавого фургона. Он уже собирался уехать с обочины старой трассы, как услышал голос. «Подождите!» Мужчина обернулся и увидел девушку в промокшей куртке и рваных кедах. Она бежала к нему, спотыкаясь на растрескавшемся асфальте, тонкая, как щепка, с глазами, полными паники. «Мне надо уехать. Куда угодно. Пожалуйста». Макс не любил чужие проблемы. У него хватало своих: долги, просроченные счета, двигатель на последнем издыхании. Но в ее голосе не было фальши. «Ты в беде?» «Нет. То есть...» Она замялась. «Просто нужно уехать. Имя?» «Лена. Лена Воронова». Он знал эту фамилию. Олигархи, политические связи, корпорации — не его мир. Он посмотрел в ее глаза и кивнул на пассажирское сиденье. Она села молча. Несколько часов ехали без слов. За окнами промозглая Латвия, леса, серые заправки, редкие фары встречных. Он пытался не спрашивать, но тишина резала хуже ножа. «От кого ты убегаешь? Это не важно. Я вожу тебя по стране. Мне важно». Она достала из кармана скомканный пакет с деньгами. Больше, чем он видел за год. Засунула в бардачок. Ее руки дрожали. И в тот момент Макс понял, она бежит не просто так. Он хотел остановиться, хотел сказать, что не готов к чужим тайнам. Но вместо этого продолжил ехать. Они остановились у старой автозаправки, заброшенной, с облупленным фасадом и обледенелым автоматом кофе. Пока Макс заправлял фургон, ветер завывал, неся в себе запах металла. В бардачке он нащупал тот самый пакет. Взяв его, случайно уронил. Деньги выпали. И не только. Юридические бумаги, контракты, счета, переводы, схемы. Слишком много печатей, слишком много офшоров. Он не разбирался в финансах, но знал грязные деньги, когда видел их. «Что это?» Она молчала. «Ты не просто сбежала от кого-то. Ты уносишь чью-то империю в рюкзаке». «Мой отец», — сказала она, — «он пытался продать меня. Через брак, через союз компаний. Я отказалась, ушла. Забрала то, что могла. Думала, это даст мне шанс». Макс хотел сказать, что все это не его война. Но тогда подъехали два черных джипа, и из них вышли люди с фото в руках. Он обнял Лену, притянул к себе, как будто она его. «Мы ищем девушку?» «Не видел», — сказал Макс, и они уехали на издыхании фургона. Преследование началось в тот же вечер. Пули пробили стекло, Лена кричала. Макс ругался и вжимал газ в пол, уводя машину в темноту лесной дороги. Ускользнули. Временно. Заброшенная дача в поселке Призраки стала их укрытием. Макс чинил печку, чтобы согреть комнату. Лена свернулась на диване под пледом, руки дрожали. Он достал документы, начал читать. Понимал мало, но знал одно — это не просто побег, это компромат. И если за ней охотятся, то не чтобы вернуть, а чтобы заставить замолчать. «Нужно сжечь это», — сказал он. «Нет», — резко ответила Лена. «Это все, что у меня есть. Без этого я никто. С этим у меня хоть какой-то рычаг». «Это и есть мишень на твоей спине», — прошипел он. «Ты думаешь, он будет торговаться? Он закопает тебя». Они не говорили до рассвета. А утром Лены не было. Ни сумки, ни фургона, ни бумаг. Просто исчезла. Макс стоял на веранде, сжимая кулаки. Его предали или спасали? Он не знал, но чувствовал, она ушла не от страха, а от решения. Он нашел следы на мокрой земле и пошел за ними. Они привели его на старый советский завод, где держали Лену. Он ворвался туда как бешеный. Вынес охранника куском арматуры, забрал ее. На горизонте выли сирены. Они сбежали. Не победили, но выжили.
Теперь они жили на краю курортного поселка, в доме у воды. Открыли мастерскую Freedom Garage. Чинили моторы и потихоньку, друг друга. Никто не спрашивал, кто они и откуда. Им больше не надо было лгать. Однажды вечером, когда море шептало что-то свое, Лена спросила: «Если бы ты знал все с самого начала, ты бы остановился тогда?» Он посмотрел на нее и тихо, уверенно сказал: «Я бы остановился ради тебя 1000 раз. Даже если бы пришлось заплатить всем, что у меня есть». Она кивнула и больше ничего не сказала. Ей не нужно было. Макс знал, что в этот раз она останется. И он тоже. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.